Всем привет! Мы продолжаем знакомиться с городом Буэнос-Айрес, в котором мы сейчас живем. И сегодня мы смотрим район Парке Патрисиос. Это один из самых зеленых районов города. И знакомиться с ним мы начинаем с парка одноименного. Смотрим, что здесь есть. Вот, например, такие тренажеры разные. Люди сидят, загорают, дети в фонтане плещутся. Такая здесь идиллия. Рядом с этим парком находится правительство города Буэнос-Айрес. Вот оно прямо за моей спиной. Очень красивое здание. Сейчас посмотрим его еще немножко поближе. Очень красивое современное здание у правительства Буэнос-Айреса. Там они сидят, наверное, проектируют, где парк построить, где дома новые построить. Теперь мы знаем, где они работают и планируют развитие города. А сейчас мы спросили у полицейских, вообще безопасно ли здесь гулять, потому что парки Патрисиос граничат с одной большой вишей, с трущобами. Правда, они там через рельсы, через дорогу, но полицейские нам сказали не ходить за здание мэрии, сказали идти обратно. Мы немножко все-таки зашли, посмотрели, и там действительно какие-то типы трутся, но мы не любим нарываться на неприятности, поэтому пойдем гулять в другое место, посмотрим сам парк еще раз, наверное, или еще куда-нибудь пойдем. Мы вернулись к зданию мэрии. Здесь очень симпатичный парк. Здесь полицейская академия. Решили пройти немного в ту сторону, в которую нам сказали ходить небезопасно. Пока здесь нормальные дома приличные, магазины, пекарни. Но здесь почти никого нет на улице, и это очень плохой знак. То есть сейчас мы как на ладони, как открытые мишени. Чем ближе к железнодорожным путям, тем больше там промзон. Некоторые из них заброшены, интересно на них посмотреть, но входы туда замурованы, естественно, и внутрь не пробраться, что, собственно, и даже, наверное, хорошо. Вот. Ну, мы так мельком посмотрели и идем дальше. На главную улицу, сейчас идем в следующий парк, тоже посмотрим, как там обстоят дела. На главной улице, конечно, поживее намного, магазины различные, прачечные, кафе. Дошли до следующего парка, парк Флорентино Амигино, если я правильно произношу. Сегодня очень жарко на улице, поэтому очень классно находиться в парке, здесь намного прохладнее. В этом парке установлен памятник погибшим от эпидемии желтой лихорадки, 1871 год. Небольшой, но зеленый парк со скамейками, много деревьев, хорошая тень, попугаи чирикают. Так вот, прям вообще замечательное место. То, что нужно в жаркий день. Мы подошли к зданию заброшенной тюрьмы, тюрьма Касерос. Она заброшена уже больше 20 лет. И вообще то, что я о ней читала, что с 2019 года ее должны были начать ремонтировать под культурный центр, но кажется, там уже поздно что-то ремонтировать. Я вообще первый раз вижу заброшенную тюрьму, и первый раз вижу, чтобы настолько сильно росли деревья из здания, прямо изнутри. Шикарный кадр.
Здесь стоит кемпер чей-то, классно, кто-то приехал, тут живешь себе где хочешь. Я немного теперь уже сомневаюсь про свои слова насчет заброшенной тюрьмы, потому что только что туда постучали две женщины и зашли внутрь. Ну да, и там охранник есть. Может, туда можно заходить? Мы подошли к охраннику, спросили у него, можно ли зайти внутрь. Он сказал, что нет, нельзя, потому что там сидит какая-то фирма. То есть в этом здании, из которого торчат вот эти деревья, кто-то сидит и работает. Но мы действительно видели, что туда зашли две женщины. Что-то там делать вообще. Жесть, конечно. Тоже фургон похож на кемпер. Немецкий номер. Volkswagen LT. Такой он огромный. Здесь кто-то телевизор выбросил старый. Сейчас мы проходим возле большого красивого здания. Это институт Бернаскони. Очень величественное, красивое. Одни ворота сейчас были закрыты. Посмотрим, может у нас получится зайти через другие. Ну вот на самом деле вряд ли, конечно, но мы попробуем. Вот здание этого института. Там даже открыто, но судя отсюда видно, что там идет какой-то ремонт. Поэтому, наверное, мы туда все-таки заходить не будем. По этой стороне улицы просто шикарные дома. Старые. Ну, конечно, тоже здесь колючая проволока. Как напоминание, что не расслабляемся. Сейчас идем тоже по улице, на которой не так много людей, не так много машин, но ощущения здесь совсем другие, нет никакой тревоги, чувствуешь себя абсолютно комфортно, спокойно. То есть иногда надо доверять своим внутренним чувствам, откуда нужно уходить, а где можно находиться. Подошли к одному очень необычному дому, который мы сначала заметили просто гуляя по Google картам, и решили приехать посмотреть вживую. Он находится также в этом районе, парке Патрисиос. Этот район Лос-Патрисиос был задуман как район для рабочего класса, так как здесь много всяких фабрик, производств, по крайней мере, раньше было. И поэтому также здесь строилось много жилья для рабочего класса. Возможно, вот этот комплекс тоже относится к такому дому, к такому типу жилья, но я точно не могу сказать со стопроцентной уверенностью. Здесь открыт вход. Надеюсь, я никого не потревожу, если зайду внутрь. Но хочется посмотреть изнутри на эти сооружения. Прохода нет, дальше закрыто. Но это вообще, конечно, очень интересная история. Здесь тоже открыто. Кажется, здесь задумано что-то вроде бассейнов, но пока здесь пусто. Необычный жилой дом. Я не представляю, сколько здесь живет человек. Много этажей, много башен, много переходов между этими башнями. Ветрено. Подошли к историческому зданию. Это коллективный дом Валентина Алсина. Я не уверена, как внутри выглядит квартира этого дома, как общежитие, либо это отдельные квартиры, апартаменты. Ценность этого здания в том, что это первый дом, который был построен по программе дешевого жилья. Квартиры в этих домах сдавались рабочим. Позже эта программа доступного жилья перестала действовать, и те, кто снимали здесь квартиры, стали их собственниками.
А позже, в 2008 году, этот дом был классифицирован как архитектурное и историческое наследие Буэнос-Айреса. Я заканчиваю на этом свое видео. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео.